Привет, друзья! С вами Алексей Travel. Сегодня мы в одном из 4 имперских городов и в самом старом городе Королевства Марокко. Я приглашаю вас прогуляться по лучшим местам имперского Феса. Вы увидите все самое лучшее, что город может предложить, а в самом конце самое захватывающее. Досмотрите! Оказавшись в Фесе, центр город манит к себе. И первое место в Медине, о котором нельзя не рассказать, это Картинный переулок. Ты сворачиваешь на эту улочку, и все ее стены завешены очень яркими работами. Там же есть и маленький магазинчик, где я познакомился с Мосином. Он один из собственников и, собственно, сам художник. Он рассказал, что их 4 брата, и все они рисуют и производят креативные вещи руками. Помимо вот этой картинной улицы, у семьи есть еще и большой магазин, в котором ты найдешь изделия, сделанные руками, просто на любой вкус. Очень впечатлила картина Марокко в маленькой комнате, выполненная на полу, и все стены там также увешаны красивыми картинами. Вы посмотрите на эту красоту. Было страшно неуклюже на что-то наступить и сломать. Если хотите найти этот магазин, попросите Мосина или его братьев там, и они отведут вас туда. Welcome to Fez, welcome to Morocco. I am Mohsin and we are a family, artists, or 4 brothers, and everyone have a style. Welcome to see something beautiful, the magic of the art. Welcome. Абсолютно шикарный и просто дышащий красотой – это Королевский дворец, основание которого восходит к временам династии Маринидов в 13 веке. Это величественная династия, правившая несколько веков подряд. Этот дворец находится в городском районе Эль-Джадид, также основанном этой династией, и служил в то время новой королевской резиденцией и центром правительства Марокко под властью Маринидов. Со временем дворец видоизменялся и достраивался, и был обнесен внешней стеной, красота которой завораживает. Дворец закрыт для посещений, поэтому вы не найдете продажу билетов, ну а мы лишь можем полюбоваться его прекрасным фасадом с площади Алауид. Этот дворец был построен в начале XIV века, и он считается самым красивым в городе. По своей функциональности это было учебное религиозное учреждение, и некоторые занятия проходили здесь, а некоторые в соседней мечети. Здесь могли размещаться до 60 учеников в 30 комнатах, расположенных вокруг центрального двора. Такая практика размещения студентов осуществлялась до 20 века. Похожие же школы есть и в Марракеше и называется Мадраса Бен Юсеф. Фильм о Марракеше можете посмотреть по ссылке на экране или в описании к видео. Сейчас это место является одним из мест притяжения для туристов, потому что архитектура и внешний вид дворца не могут оставить людей равнодушными. Роскошь! Стены усеяны текстами из Корана. Дворец считается одним из самых впечатляющих зданий марокканской династии Маринидов. Забрести на площадь Сефарин и остаться здесь на несколько часов, бродя между магазинчиками рукодельцев и наблюдая за всем происходящим за чашечкой традиционного мятного чая – это прямая необходимость каждого гостя Феса, поверьте. В районе Эль-Бали вы должны посетить, думаю, один из самых аутентичных уголков города. Хотя, честно говоря, весь город – это уже сплошная аутентичность. Ну да ладно, сейчас речь о площади Сефарин, где местные умельцы-ремесленники изготавливают традиционные предметы из меди, латуни и серебра.
так как это было уже несколько веков назад. В общем, находясь здесь, ты понимаешь, что река жизни здесь течет в полное русло. Уличные музыканты привлекают к себе внимание, и за небольшие деньги они сыграют и станцуют только для вас. Оглушительное впечатление произвела на меня местная кожевенная фабрика под названием Чоара Тенери. Посмотрите сами. Чоара Тенери – это крупнейший и один из 3 кожевенных заводов в городе, работающий по этим технологиям аж со средневековья. Он расположен в старейшем квартале Медины. С момента основания города кожевенная промышленность непрерывно работала в том же режиме, что и в первые века. Сегодня кожевенная промышленность считается одной из главных туристических достопримечательностей. Такие заводы заполнены круглыми каменными сосудами, наполненными красителями или белыми жидкостями для смягчения шкур. Такой сильный запах там из-за того, что там используют голубиный помет для первичной обработки кожи. И краски там используют натуральные. Например, такой яркий желтый цвет приобретенных мной тапочек сделан из шафрана. Кожаные изделия экспортируются по всему миру. А вообще я ходил там, смотрел на всех этих людей, и у меня что-то щемило в груди. Они работают там каждый день, и в этих запахах, и почти по пояс в этих жидкостях, и получают свои крохи на жизнь. Поэтому, покупая тапочки и зная все это, я из моральных соображений не мог торговаться с этими людьми. А ты бы смог? И это место поможет вам не потерять себя в городской суете. Особенно для тех, кто в таких странах, как Марокко, впервые, это место должно быть в вашем списке, потому что постоянно находиться в городе, где люди, повозки со слами, автомобили и мотороллеры одновременно движутся в одном направлении, но очень по разным траекториям, что нужно постоянно быть начеку, чтобы кто-нибудь в тебя не врезался. В этом парке я смог по-настоящему отдохнуть и набраться сил, особенно в мои первые дни, когда ты просто еще не знаком с таким движником. Да и находится этот парк рядом с центром. Пожалуй, одним из самых величественных мест города является гробница клана Маринидов на холме. Там ты не только ощущаешь былое величие ушедшего клана, выраженное в руинах, тихо лежащих на холме, но и твоему взору открывается весь прекрасный город Фес, и вдали видны горы Атлас. Также на склонах холма находится мусульманское кладбище, отличительной чертой которого являются вот эти белые камни. Особенно же красиво здесь, на холме на закате. Сюда люди приходят с подстилками и провожают уходящий день. Находясь в Фесе, если есть время, обязательно нужно воспользоваться возможностью сделать однодневные туры.
В моей первой поездке я посетил римские развалины Волюбилиса. Это громадный археологический парк «Великое наследие римлян». Это место на самом деле превзошло все мои ожидания. Очень атмосферно, умиротворенно и впечатляюще. Следующей остановкой в этой же поездке была смотровая площадка с видом на город Мулай-Идрис. Он знаменит расположенной в нем гробницей Идриса I, первого важного мусульманского правителя Марокко, в честь которого и назван город. Гид сказал, что это то место, откуда взяло свое начало мусульманство. Так ли это, знает кто? И последней остановкой был город Мекнес, в котором гид провел нас по основным местам Медины, в центре города. Там мы посетили мадраса Буйнания, здание исламской высшей школы. Она была построена также династией Маринидов. Честно говоря, когда я впервые увидел мадрасу в Марракеше, я подумал, что это дворец, а не школа. Такое же чувство у меня возникло и сейчас. В следующей однодневной поездке я посетил голубой город Шефшаван. Из моих фильмов про южные испанские города мы знаем, что с 13 по 15 века объединенная армия христиан освобождала Иберийский полуостров от засилия мавров-мусульман. Этот процесс назывался реконкиста. В это время много мусульман были вынуждены вернуться назад в Африку. Одним из таких выходцев считается и был основан город Шефшаван. Сильнейший импульс для развития города придал в 1492 году Альгамбрский эдикт, повелевавший маврам-мусульманам и иудеям покинуть Испанию. Так вот, прибывшие сюда испанские мусульмане и евреи сформировали современный вид города по образу своей родины в Андалусии. В течение столетий город был объявлен священным местом, и посещение его иноверцами было запрещено, поэтому Шефшаван сохранил и неприкосновенности свой средневековый облик. А почему все дома выкрашены синим или голубым цветом, то на этот счет есть одна легенда. Евреи и мусульмане, которые закладывали город, хотели, чтобы он сливался с небом и морем. И, наконец, вишенкой на торте моей поездки в Марокко было посещение Берберской пещеры и настоящего древнего обезьяньего леса. Сначала мы посетили настоящую Берберскую пещеру, где в основном раньше жили эти народы. Бабушка собственника дома, который построен над пещерой, жила именно здесь, в этой пещере. Вот ее фотография. Здесь нам рассказали некоторые исторические факты, показали все помещения пещеры и потом угостили настоящим берберским мятным чаем. Все это создавало атмосферу тех времен и было очень приятно. Ну и наконец, нас привезли в волшебный лес, в котором обитают семейства обезьян, где мамы бегают со своими детенышами и самцы пытаются отнять у них еду. Они сидят на деревьях. Внимание! Не стойте прямо под ними, потому что они могут либо прыгнуть на вас, либо неожиданно пописать сверху. Избегайте моментов вблизи мамы обезьяны с детенышем и приближающимся к ним самцу. Мама начинает рьяно защищать малыша, и вы тоже можете случайно попасть под раздачу. В целом, это был уникальный опыт взаимодействия с природой. Организация любого путешествия требует много сил и времени.
Не хотите заниматься изнуряющим планированием? Я сделаю это за вас и помогу в организации ваших поездок, логистике, выборе наиболее интересных мест посещения. Консультирую по всем этим вопросам. Нужна помощь? Контакты найдете также в описании видео. А я прощаюсь с вами, ставь палец и подписывайся, это будет лучшей твоей благодарностью. Пока-пока!